Здравствуйте, Валерий Александрович. Поскольку сегодня юбилей у Сергея Манукяна, первый вопрос, наверное, будет о нем. Как вы первый раз встретились как музыканты? Ну, мы вообще встречались давно, но никогда не музицировали вместе. Но встречались где-то в 80-х годах. Вот. Такое приятное содружество музыкальное, оно началось где-то в 2000 году. Мы вместе снимали с ним в кино. Потом писали музыку для кинофильма. Это было давно, это назывался «Афродизия», такой фильм. А потом стали сотрудничать вместе и записали несколько пластинок. Он выступал в разных ипостасях, он играл на барабанах, я играл на фортепиано, был контрабасист. Антон Ревнюк, мы записали несколько пластинок, одно называется «Перо». И когда мы записали эту пластинку, то она была такая достаточно популярная, и попросили, чтобы сделали еще одно «Перо». И мы написали еще одно, второе, из джазовых стандартов и какой-то своей музыки. В общем, началось такое тесное содружество. Ну, а потом стали больше и больше играть на фестивалях, ездить за границу, играть в трио, в дуэтах, в квартетах, в квинтетах. И так вот поддерживаем тесную связь. Вы сейчас чаще живете в Соединенных Штатах. Ну, я иногда живу там, да. В основном я так как-то не определился еще. Вы можете рассказать, собственно, о публике? Какова публика в Соединенных Штатах, какова публика в России? Просто говорят, очень многие музыканты признаются, что в России их встречают гораздо теплее. Правда ли это? Ну, я не знаю насчет теплоты, я знаю только, что в России больше молодежи, которая ходит на джаз, например. И это отмечено не только мною, но и многими моими коллегами, которые приезжают и из Европы, и из Соединенных Штатов Америки. Они, конечно, очень приятно удивлены, что молодежь 14, 16, 18, 20 лет вот в таком разряде, так сказать, возрастном приходят на джазовый концерт. Они очень приятно поражены, потому что в Америке, в общем, это достаточно такой уже жанр более устоявшихся в жизни людей, которые приходят расслабиться и послушать, и знают много музыки. Безусловно, конечно, эта музыка вышла оттуда в профессиональном, с профессиональной точки зрения, потому что она и развивается, и пропагандируется. Ну, что касается, так сказать, заинтересованности публики, я считаю, что, конечно, и в Америке, и в России публика приходит, и если музыканты хорошие, они передают эмоционально свое состояние, и передают, и играют интересную музыку для них, необычную, может быть, какую-то и новую музыку, то публика воспринимает это с большим энтузиазмом. И там, и там. Вы немножко опередили мой вопрос насчет вашего опыта в создании кино с Манукяном. Расскажите о впечатлениях в создании в кинематографе. Ну, в кинематографе, знаете, Сережу я пригласил на такую роль, это короткометражный фильм был, и он играл там поп-звезду. Вот. А я как раз писал к этому кинофильму песни и какую-то музыку сопроводительную. Вот. Это такой арт-хаус. И Сережа очень хорошо выступил как актер в этом фильме. К сожалению, он не имел никакого продолжения ни на фестивалях, нигде. Но, во всяком случае, мы получили огромное удовольствие от общения и так далее. И это, в общем, было такое зерно было посеяно для нашего дальнейшего творческого содружества. Вот. Ну, а что, музыка и кино – это вообще интересно. У вас нету планов еще написать какую-нибудь музыку под кино, для кино или? Есть. Я вот сейчас сотрудничаю с такой компанией White Media в Москве, которая... Я уже написал одну музыку для сериала. Это надо было очень скоропостижно написать, буквально за несколько дней, на 100 серий музыку. И, в общем, я успел как-то это все сделать. Они ко мне обратились. И вот такое называется «Настоящая жизнь», которая идет по Первому каналу. Вот сейчас 100 серий эти идут. Когда вы пишете музыку, вы ограничиваетесь джазом или вы все-таки... Нет, я универсально, так сказать. Фьюжн. Да, это не имеет значения. Это может быть и классические мотивы, это могут романтические быть мотивы. Все зависит от сюжета. И от пожелания, конечно, режиссера, безусловно. Но и свое видение. Я очень так демократичен. Если мое видение не совпадает с режиссерским, значит, либо я что-то не знаю, либо он что-то не понимает. Вот. Но все равно к общему консенсусу мы приходим вместе. Чего бы хотели пожелать Сергею? Сергею, но прежде всего здоровья и счастья. А остальное все у нас сбудется, потому что мы очень тесно дружим. И я думаю, что мы, в общем, оба как-то направлены на то, что нужно в жизни заниматься музыкой и тем, что нам нравится.